На следующем этапе берем шуруповерт, тонкое сверло под размер саморезов и сверлим неглубокие отверстия по намеченным точкам. Это необходимо сделать для того, чтобы саморезы при вкручивании входили легко в подготовленные отверстия. Далее берем саморезы и вкручиваем их в отверстие. Как видите, саморезы необходимо вкручивать в основание не до конца. На поверхности оставляем около 5-7 мм самореза. Следите за тем, чтобы саморезы не вышли наружу с обратной стороны планшета. Если это произойдет, то вы не сможете качественно закрепить готовую работу на стене. Длину саморезов можно рассчитать по формуле: толщина основания плюс 5-7 мм. На самой выступающей части барельефа лучше использовать крупные саморезы. По невысоким рельефам необходимо вкрутить саморезы поменьше. Таким образом делаем армирование по всем намеченным точкам. На следующем этапе нам необходимо подготовить отверстия под крепление готовой работы. Для этого необходимо взять дрель или перфоратор и сверло диаметром 10 или 12 мм и сделать сквозные отверстия по углам основания. Для надежного крепления дополнительно необходимо сделать отверстия в нижней и верхней частях планшета. Далее покрываем работу пропиткой глубокого проникновения, так как после того, как были просверлены отверстия, образовалось много пыли. В работе с гипсовой шпаклевкой действует правило: попылил – пропитай. Следуйте ему неукоснительно, и у вас всегда будет качественное сцепление материала. Просушиваем пропитку не менее 1 часа. Далее мы берем медную проволоку и начинаем обкручивать ей саморезы. В этот момент главное создать крепкую сеть. И старайтесь обкручивать проволокой каждый лепесток и каждый элемент отдельно, так как если вы сделаете непрерывную нить из проволоки, то с большой вероятностью в местах невысоких рельефов при их обработке проволока может выйти наружу и испортить работу. Лучше обрезать проволоку плоскогубцами и спрятать ее под сеть отдельного элемента барельефа. Во время работы с проволокой обязательно надевайте тканевые перчатки. И лучше использовать прорезиненные. В противном случае вы неизбежно натрете себе руки. Последите за процессом.
И вот, что у вас должно получиться в итоге.